Добрый день, и снова канал Masters of Body вас приветствует. Тема сегодняшнего выпуска по просьбам наших зрителей – это бомбезная тренировка спины. На примере тренировки Андрея Шарапова мы вам покажем 5 мощнейших упражнений, которые взорвут ваши широчайшие. Акцент будет сделан на верхний массив спины, столбы мы разогреем в плане безопасности дальнейшей тренировки, а верх спины с нюансами. Каждое упражнение мы вам сейчас продемонстрируем и объясним, что зачем идет, почему так. Объясним все детали и подробности. Надеемся, вам понравится. Первое упражнение в нашей сегодняшней тренировке – это суперсет. Гиперэкстензия. И вторым упражнением в этом сете будет наклоны с гантелями. В гиперэкстензии мы хорошенечко растягиваем спину. Дополнительный вес не берем. Андрей тянет позвоночник. Приводим поясничный отдел в состояние боевой готовности. Ровно дышим. Выполняем 10-12 повторений. Вторая часть первого суперсета – это наклоны с гантелями. Обратите внимание, при подъеме корпуса вверх мы обязательно сводим лопатки. Для чего это нужно? В большинстве упражнений у многих спортсменов не хватает сил хорошо доработать и закачать грудной отдел позвоночника. Поэтому, пока спортсмен свежий, пока он максимально сконцентрирован, мы не просто разогреваем поясницу этим упражнением, а мы разогреваем грудной отдел позвоночника, закачиваем его, приводим его в хороший тонус для дальнейшей качественной тренировки. Обратите внимание, в нижней точке Андрей растягивает широчайшую и столбы разгибателей спины, в верхней точке полностью их сводит. Также выполняется по 10-12 повторений, все это в 3 подходах. Так, следующее упражнение нашей бомбезной тренировки для спины – это подтягивание. Подтягивание с помощью напарника. Это необходимо для того, чтобы увеличить амплитуду. Мы постараемся в этом движении как бы совместить 2 амплитуды – вертикальную тягу и горизонтальную. То есть мы будем выходить с самой верхней точки и тянуться турником аж до солнечного сплетения. Без напарника это сделать невозможно. Но именно в такой тяжелейшей амплитуде, выполнив 6-7 повторений, вы получите максимальный налив верхнего массива спины. Третье упражнение в нашем сегодняшнем топе для спины – это тяга нижнего блока в кроссовере. Для этого мы используем 2 мягкие рукояти, опять же для увеличения амплитуды. Это будет максимально возможная амплитуда по сравнению с любым другим упражнением, почти как и в предыдущем подтягивании. Выполняем общую задачу, максимальный объем работы в единицу времени. Также, обратите внимание, выполняем чередование свободного веса в предыдущем подтягивании и теперь задействуем блок. В 2 этих упражнениях работают практически все мышцы спины. Выполняем 3 подхода по 12-15 повторений. Четвертый суперсет нашей сегодняшней бомбовой тренировки для спины – это рычажная тяга и пуловер в сочетании. Но хочется обратить ваше внимание, что рычажную тягу мы используем, если, конечно, в вашем зале этот тренажер хорош.
Это не в каждом зале есть. Если тренажер не очень качественный, вы понимаете, что он не даст вам необходимого результата, лучше использовать тягу гантели в наклоне. Но именно этот тренажер Hammer Strength, спасибо клубу Orange, который нам предоставил возможность заниматься на его оборудовании, он реально бомбезный. Здесь мы будем использовать два хвата. Первый Андрей продемонстрирует хват параллельный. Два подхода мы сделаем таким хватом. Следующие два, начинай. А следующие два подхода будут нейтральным хватом, выполнены также в суперсете с пуловером. Используем максимальную амплитуду, растяжку и пиковое сокращение, как вы можете видеть, вот в этой точке амплитуды движения. Вес податливый, выполняем 10-12 повторений. Повторюсь, будет 4 подхода. После предыдущих двух упражнений поясница фиксирована, а широчайший, ромбовидный, большая, малая, круглый, весь массив спины продолжает наливаться, продолжает гореть, уничтожаться и расти. И вторая половина первого подхода – пуловер. Обратите внимание, вес берем совсем небольшой, в отличие от общепринятого мнения, но мы пытаемся извлечь огромную амплитуду. Задача – хорошенько потянуться, так как мышцы уже достаточно забиты. Мы их растягиваем, межреберные, грудные, широчайшие, естественно, особенно широчайшие. Благодаря тому, что мы используем блинчик, а не гантелю, то есть хват немного шире, и мы как раз воздействуем на внутреннее брюшко прикрепления широчайшей мышцы под лопатку. Андрей хорошо тянет поясницу, позвоночный столб растягивается. Снимаем компрессию, которая была получена до сих пор. Своего рода активный отдых. Глубокий вдох, глубокий выдох. Напряжение остается, а общее тело отдыхает. И последнее, пятое упражнение нашей сегодняшней топовой тренировки на спину – это вертикальная тяга. Почему оно последнее? После всех предыдущих нагрузок мы, естественно, тянемся вверх, растягиваем позвоночник, как и в случае с пуловером. Первые два подхода мы делаем независимыми рычагами. Благо, наше оборудование позволяет это сделать. Каждая рука работает независимо друг от друга. Плюс такая техника независимыми рычагами дает огромную амплитуду, большую вариативность для проработки. Как правой, так и левой части, так и двумя сразу. Выполняем два подхода по 12-14 повторений. Тянемся, дышим, темп свободный. Наслаждаемся процессом. Выполнив предыдущие два подхода независимыми рычагами, самые последние два подхода в тренировку мы выполняем общей широкой рукоятью и делаем эту тягу за голову. Стараемся это делать с помощью напарника. Почему? Тело очень устало, спортсмен устал. И приличным весом качественно дотянуть, голову не откидывай, становится проблемным. Поэтому, чтобы не халтурить, выполнить с хорошим весом этот подход и с качественной длинной амплитудой, попросите кого-нибудь помочь. Бабушка, помоги мне. Бабушка, дедушка. Также вверх растягиваем позвоночник на вдохе и немножко добиваемся. Уничтожаем все. Спина горит.
И концы остались, потянулись немножко, право-влево и аккуратно встали. Благодарю. Гений. Как ощущение? Даже я за 30 лет не испытывал такой ядерной тренировки на себе. Итак, мы закончили тренировку. Надеемся, вам все было понятно. Хочется сразу напомнить, если возникают какие-то вопросы или в дальнейшем пожелания по поводу следующих наших выпусков, обязательно пишите, задавайте вопросы, спрашивайте. Хочется, конечно же, и должны поблагодарить фитнес-клуб Orange за предоставленную возможность. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Всегда ваш Masters of Body. Когда ж ты уже вырастешь, козлячья борода, превратишься в настоящую косичку?